друзья! Всем привет! У нас 6 апреля, и мы с вами по-прежнему находимся в городе Да Нанг, Вьетнам. За плечами уже больше, чем неделя нашего пребывания во Вьетнаме. Но надеюсь, что сегодня будет снова, как и вчера, хорошая погода, но немножко разочарованные. Комбинация из 3 букв нам показала, да? Да, но несмотря на это, мы все равно с вами сейчас идем на пляж, а потом пойдем погуляем по городу. У нас должны вернуться сегодня очки, которые мы заказали. Хотим вечером сходить на мост дракона, наконец-таки посмотреть, как он дышит огнем, шоу дракона. Ну и думаю, просто погуляем по городу Да Нанг. В общем, день с нами, по Вьетнаме, Да Нанге. Поехали! В этом плане, конечно, в плане погоды нам как-то не очень свезло. Единственный денечек вчера. Да, прям солнышко, но мы, конечно, оторвались и успели даже подгореть. Но вот сегодня опять пасмурно. Хотя откуда они набежали? Вот вроде казалось, вчера было ясное небо, вообще было не облачко. Откуда вот понабежало все это? Откуда? Непонятно. Кто шаманит такую погоду нам? Непонятно. Ну, кто бы под такую погоду нам не шаманил, ему все вернется 100 крат. Да. Поэтому не делайте людям плохого, вам это всегда вернется. Только добро и позитив побеждают все остальное. Так, мы с тобой, помнишь, хотели вот в этот магазин зайти? На втором этаже увидели очень недорогие купальники. Всего лишь было по 60 местных денег, 60 тысяч. Хотим глянуть, так ли это? Может, мне привиделось? Пойдем в магазин зайдем, второй этаж. Зашли мы в магазин. Здесь очень, ну, по крайней мере, недорогие. По 60 вьетнамский донг. Сланцы вот такие вот разные. Вот. Неудобно. А у тебя какой-то размер написан? 42. Да, посмотрим, может, есть побольше. Вот. А купальников почему-то они отсюда ушли, а те, которые висят, теперь уже стоят по 190-200. Надо было в прошлый раз смотреть их. Так, ну, давай смотреть размер. Купили сланцы, ну, вьетнамки так. Здесь они очень удобные. Ну, как бы выбор, может быть, не такой большой, особенно нашу немаленькую лапку, но в том числе есть. Купили в подарок, купили себе, но получается где-то самые дорогие у нас 60 вьетнамских донг. Обошлись, мы умножаем 60 на 3,5, получаем цену в рублях. Ну, я считаю, что это, можно сказать, практически за даром. Да. Дошли до пляжа, наконец-таки, урывками. Да, сейчас осталось перейти дорогу, да, и все. Шли, и сразу лежаков полно свободных. Потому что прохладно, ну как, не прохладно, солнца нет. И надобности в лежаках уже практически тоже нет. И волна. Утром не было волны, сейчас волна, конечно, есть. Но сегодня она все-таки поменьше. Да, Вот, поменьше, да. поменьше. Над нами солнышко называется, сели на песочек. Вот так. Лучики свои. Пытается нас это погреть. Есть какой-то такой кайф, в таком мягком песочке вот так вот посидеть. Общая атмосфера. И смеемся, что прям вот дырочка в небе, прям вот над нами. Больше нигде вот нет, а вот над нами есть. Да. Но ты же хотела, солнышко, поправить грудь. Так, да, во. Отлично, молодец.
первый пошел. Ну как? Нет, хорошо. Но надо подальше от волны отбыть, подальше. Тогда там она будет так сильно накрывать. Вот сидим с Рыжулей, рассуждаем, что в таком отдыхе полудиком тоже есть какой-то свой кайф. За счет того, что море бушует, аромат от моря вообще сногсшибательный. Ну и мы, зарывшись ногами в песочек, в этом тоже есть свой кайф. Полежали и решили прогуляться теперь в другую сторону. То обычно мы гуляли вот в ту сторону, а теперь Налево, а теперь направо. направо. Очень инстаграмные качели. Вечером надо прийти. Да, сфотографироваться. А здесь типа какой-то кафешки, наверное. Тоже, смотри, какие пуфики интересные. Полежать. Тоже неплохо так. Вдаль горы сидит. Моя гора. Ты как долго, да, нарывал. Теперь не достать. Да, да, да. Интересно такая, да, лодка стоит. Вот здесь ТМС отель. Здесь, видимо, должна была быть кафешка, ее сейчас нет, но зато работает умывальник бесплатно. И можно ноги обмыть, если с пляжа выходите. Там уже вдалеке начинаются отели пятерки со своей территории. Вот, мне кажется, начиная от этого отеля, и вот туда, вот вдаль, даль, они уходят. Ну да, Камрань дальше находится с отелями своей территории, чем Дананге. Примерно в 5 минут от, ну, ходьбы по пляжу от того места, где мы лежали, находится станция водного вида спорта. И парасайлинг, да, и банан. Много-много всего. Этот отель, я думаю, что он не работает, что он законсервирован. Но вот там вот увидели, что написано Holiday Beach, и там вроде бы внутри люди ходят. То есть получается он действующий, что ли? Ну, я побоялась, Как-то он мне это, отель да, есть. Он полуразрушенный. какой-то. И белочки здесь водятся большие. Она жива, нет? Не, мертва. Мертва. Уходим с пляжа, увидели, что здесь какой-то есть барчик. Да, хотим посмотреть. Ну, цены, я бы сказала, такие плюс-минус чуть дешевле, чем в Москве, я бы так сказала. Вот. Бар такой. Да, но бар хороший. Капучино, кстати, нормально стоит. Моктейлс тоже. Ну, плюс-минус, чуть дешевле, чем в Москве. Это уже за вина. Но Можно так хорошо посидеть. очень приятный такой барчик. Напротив балкона. Да. Балконы и М-отель. А это, так поняла, пляж, видишь, написано М-отель Май Бич Бар Дананг. Может быть, это от этого М-отеля здесь можно лежаки занимать.
Вот от него. Может, это его бар? И лежаки вот эти вот, которые вот такие вот, типа лежанками. Как раз его. Может быть. А кстати, здесь видишь, там, где растения, Там есть балконы, да. Да, я про то тебе говорила, что там, где растения, там балконы. Все, мы собрались, оделись и двигаем дальше. У нас сейчас задача дойти до места, где мы заказали очки. Мы про очки рассказывали в одном из наших предыдущих выпусков. Вот, мне сегодня написали с утра, что очки наконец-таки готовы. Вот, сейчас заберем их. И у нас по плану обязательно попробовать еще дуриан. Мы себе загадали, что надо все-таки попробовать в Вьетнаме. Вот, хотим купить. Там как раз рядом целый магазин дуриана. В общем, идем, мы вам сейчас все покажем. Встретили сейчас соотечественников. Они тоже искали ювелирные магазины, только приехали, где можно поменять деньги. А мы такие, ювелирка, где деньги поменять нельзя. Вот, пытались, они была недалеко от обменного пункта, где мы меняем обычно были. Вот подключала к интернету своему, чтобы скинуть локацию, чтобы они могли туда спокойно дойти. Так что имейте в виду, в Дананге деньги меняют не в ювелирных магазинах, а в специализированных таких небольших обменниках. Локации, да. Мы лично локации оставляем, все локации оставили у себя в телеграм-канале. Поэтому подпишитесь на него. Там все можно хэштегом найти все локации, все, где мы едим, где мы ходим, где мы что покупаем. Все есть там. Вот мы и дошли. Здесь как раз дуриан. Магазин целый. И вот здесь мы делаем очки. Вот такая вот красота. Сейчас достают мои очки. Угу. Такая красота. Очки мы купили. Я предлагаю теперь взять какой-нибудь дурианчик небольшой. Может, какой-нибудь типа вот такого маленького кусочка взять. Вот это большой. Ну, да, вот этот возьмем. Давай вот этот. Один и все. Давай. Получили очки. Шикарно, кстати, в них не было видно. Знаете, вот у меня... Я никогда не думала, что у меня немножко упало зрение. Но вроде ты ходишь. Но я знаю, что у меня минус, потому что я очень много за компьютером сижу, и прям, зрение, я это чувствую, когда особенно к вечеру. Я понимаю, что я вдаль вообще могу не различать там буквы, цифры. И тут ты, когда одеваешь, здесь проверили мне зрение, конечно, сначала. И когда подобрали нужную диоптрию, и я поняла, что такое ощущение, как у меня дымка развеялась. Вот у тебя картинка сразу стала четче. То она была размыта. Да, и ты понимаешь, что ты вдаль начинаешь видеть четче. И очки такие классные получились. Короче, очки мы получили. Дуриан купили. Сейчас будем его пробовать, экспериментировать. Я не знаю, как пойдет наш эксперимент. Надеюсь, нам это понравится. Не факт, но посмотрим. Надо только когда-то купить, наверное, пивасик, я так думаю. Что-то как-то я без пивасика не готова это делать. Приступим. Дуриан? Его там нужно из него середину какую-то брать. Я не знаю, что там из него нужно брать. Я вообще не знаю, как он есть. Хотя очень вкусный. А так и надо? Весь его вот этот вот есть. Мне кажется, да. Хотя очень вкусный. Мака свежий, очень вкусный. Ну на камеру-то выпрямись и съешь как положено, только не обляпайся. Не, она его правда ест, а? Но вкусный. Сижу, запиваю пивом дуриан. Нет, на самом деле он очень вкусный. Я не знаю, может быть, потому что он свежий, он невкусный, когда полежит. Может еще, но единственное, он еще очень сладкий, прям вот приторно-сладкий, но вкусный. Причем там у меня было 3 кусочка, один кусочек прям был вообще офигенно вкусный. Один кусочек немножко был мягковатый, и он уже не так. Один кусочек был прям очень мягкий. И там больше была какая-то сахарная сладость, чем вот какой-то другой вкус.
Ну, не знаю, мне понравилось, прикольно, вкус. А мне не зашел. Но тебе нравится при этом джекфрукт больше. А я поняла, что дуриан вполне, я могу его есть. Дуриан съели, это была мой фетиш. А ее фетиш какая-нибудь вкусная булочка и кофе. Какой хороший кофе и булочка. Так, ну это чаи, это фраппе. Вот вьетнамский кофе. Ну, кстати, нормальная цена, не такая уж и высокая. Итальянский кофе даже есть уже выше. Special cup, специально, ну как бы special. Ну пойдем? Булочку тебе возьмем какую-нибудь. Всякие вот такие вот вкусняшки. Какая интересная. А еще вот здесь вот есть зал, там тоже всякие булочки лежат. А какие круассаны? 69 стоит круассан. Вот этот вот 59. Ой, какая красота. 45, 45, 45. 19. Такая вот булочка. Есть круассаны с яйцом. Как интересно, с сосисками. Класс. Ну да, лучше какую-нибудь пироженку взять. Там круассаны красивые. 2 кофе и 2 круассана. Получается 198. Ну, примерно 670, ну, короче, 700 рублей плюс-минус. Вот как-то так получается. Шиканули. За 2 кофе и за 2 круассана. Но я думаю, 700 рублей это, в общем, нормальная московская цена такая. Московская. Ну, захотелось, так чего-то захотелось. Зато сейчас посидим и вкусненько кофе выпьем. Вот такая красота. Так, вот это white, это браун кофе. И 2 круассана. Один миндальный, а второй написано соленое яйцо. Ну, видимо, какой-нибудь яичный крем. В общем, сейчас будем ням-ням. Ну, что можно сказать? Вкусно. Очень. Прям очень вкусно. И там внутри висит надпись, если я правильно ее прочитала, написано, что ну, это пекарня, они пекут, вся выпечка, они всю выпечку они пекут самостоятельно. Пекарня уже 70 лет. Вот так вот. Ну, очень. Я даже в Москве не везде ела такие вкусные круассаны. Да. Прям вот то, что надо. Да. У нас вечер, 17:50. Мы вернулись до этого в отель. Нам нужно было собрать чемодан, потому что завтра мы переезжаем на 2 ночи в новый отель. Вот, уже чисто такой релаксовый, своей набережной, своим пляжем, с территорией. И нам нужно было один чемодан полностью упаковать, чтобы уже его не трогать. Все упаковали, уложились 23 килограмма положенные, потому что у нас вьетнамские авиалинии и, Emirates 23 килограмма разрешено точно провоз. И надо теперь что-то купить с собой, взять. И, в общем-то, мы готовы будем выдвигаться к мосту Дракона. И сейчас тоже, пока по магазинам ходили, думали, какие продукты иду купить и так далее. Еще раз встретили тоже русскоговорящих, которые снова нас спросили по поводу, где поменять деньги. Так что в Дананге в этом плане очень у многих возникает вопрос, где поменять деньги. Потому что все привыкли по Ничанго, что можно в ювелирный магазин зайти. Здесь это не принято. Здесь специальные обменники. Поэтому имейте в виду, нужно искать именно обменники. Можно найти на Google карте, вбить обмен валюты, либо же перейти на наш телеграм-канал. Мы там всегда отмечаем локации. Все, наконец-таки мы выползли в сторону моста Дракона. 2 дня он не работал. Вообще шоу на мосту Дракона проходит каждую пятницу, субботу, воскресенье с 9 часов вечера. Но вот именно на этой неделе, с пятницы до пятницу-субботу шоу не было. Было закрыто оно, потому что, как нам сейчас на ресепшене тоже разговорились, объяснили, что что-то связано с армией. Только я не очень поняла, что конкретно, но там типа какие-то сборы, ну, в общем, что-то с милитари связано было. Вот, поэтому у нас как раз последний вечер в Дананге, ну, в городе в самом. Поэтому как раз актуально дойти и наконец-таки заснять шоу Дракона и вам его показать. Двигаем в путь. Удобнее всего туда, конечно, ну, если не на такси ехать, тогда идти пешком. Пройтись по набережной
до большого центрального перекрестка. Там круговое движение будет. И потом уже от этого центрального перекрестка просто подняться наверх. Мы засекали где-то примерно минут 40 вот так вот спокойным шагом идти вдоль набережной. Как раз прогуляемся, нагуляем, находим шаги, я бы так сказала. По-моему, есть какая-то медитация на пляже. Идем, слушаем, какая-то музыка играет, и народ сидит. Может быть, что-то наподобие вечерней йоги на пляже, Ну, на так, песочке, это да. классно. Сидят в Дышать таком морем, да. умиротворении. Или вот так вот делается вообще. Какая прелесть. Качает собачек. Типа сальсы на пляже. Да. Еще один, да. Дошли до кругового движения такого большого. Здесь получается отель Stella, ориентир, Full Long Luxury отель. И вот большая надпись Дананг Бич. И вот если здесь повернуть и пойти вот туда прямо, то как раз вы упретесь в ночной рынок. Он будет, если смотреть туда, лицом стоять спиной к морю. Ночной рынок будет перед мостом дракона по правую руку с правой стороны. И там же будет, получается, по прямой мост дракона. Там, по-моему, караоке наверху. Мы пока еще идем. Осталось буквально совсем чуть-чуть нам дойти. Но смотрим, что есть очень много ресторанчиков таких, которые накрывают ощущения для групп. Даже автобусы рядом большие стоят. Вот такие вот. Но здесь подальше от моря. Но мне кажется, цена, наверное, поприятнее. Хотя, нет, здесь уже не просто группа, здесь просто ресторан морепродуктов. И очень, кстати, забитый. Видимо, цены поприятнее. Хочешь, пойдем посмотрим, что там есть? Ради любопытства. Мы же можем зайти посмотреть. Здесь же есть цены, нет? Ой, да, ценник в разы дешевле, Чем мы видели? Ну, да, посмотрим. Ну да. Ой, смотри, какой краб. Огромный. 2 миллиона 600 за килограмм. Либо 1 500 000 за килограмм. Лобстеры. Чего? Сними, как я его. Трогаешь? Да ладно, ты его не трогай. Так, а здесь нет, я не вижу цены. Пойду. Ради любопытства. Что здесь еще? Ну, здесь, правда, очень много людей, думаю, здесь. Поэтому цены не такие высокие. Здесь я не вижу, что. Ой, какие интересные. Это кто такие? Это какие-то улитки, я не знаю, слизни какие-то, смотри. Непонятно, кто это. 500 за килограмм. 500 000 за килограмм. Прикольно. Это какие-то слизни. Вон. Ой, какие. Да. Вот, смотри, какая рыба. Это плоская рыба. Типа как камень. Не помню, как она называется, какое-то название. О, смотри. Вот это я не видела. Она на спине как-то лежит. 1 700 000 за килограмм, наверное, она идет. Это мелкие какие-то креветки. 550 за килограмм. Вон рыба плавает. 550 за килограмм. Да, что на побережье, да. Всякие моллюски. 750, 850 за килограмм. Да, цены интереснее. А это, по-моему, виноград морской, виноград. Точно. Не ставь так, а то она намокнет. Но прикольно. Класс. А это такое название. Лао-Дай Seafood. По прямой от моря мы дошли до моста. Мост вон впереди, а с правой стороны ночной рынок. Мы его более подробно показывали в одном из наших предыдущих выпусков, когда мы в пятницу здесь были. Но сейчас тоже планируем зайти на рынок, купить конфет, потому что здесь конфеты чуть дешевле, чем в магазине можно купить. Кстати, здесь есть небольшой типа лунопарк. Можно поесть еду. Мы здесь, кстати, ели, когда в прошлый раз были. Вот. Ну, кокос здесь это 30. Мы в городе покупали по 22. По 25 в крайнем случае.
Если пойти по рынку в сторону моста Дракона, здесь огромнейшая площадка с едой тоже. Можно недорого взять фрукты, можно посидеть пиво выпить. Ну, в общем-то, я так предполагаю, здесь, наверное, одна из самых недорогих едалин. Вот так вот. Каких таких вот макашниц, я бы так сказала бы. Подешевле. Сосиски. Ой! Ползет кто-то. Дуриан, который мы сегодня с вами ели. Которым я до сих пор икаю. Фрукты. Да. О, картошка на спиральке. Или взять так называемый тайский банановый блинчик. Вот так вот их делают. С нутеллой, либо с шоколадом. Стоит 40 местных денег. Взяли со сгущеночкой. Давай пробуй. Ты хотел давно тайский блинчик попробовать? Банановый. Они сладкие должны быть прям очень. Вкусно. Да? Класс? Дошли мы до набережной, но пока еще рановато, еще где-то примерно час есть. Решили, хотя здесь и ветерочек, пройтись, прогуляться по самой набережной, посмотреть, что здесь есть. Да, здесь, конечно, ветрено, но тоже очень активно. Всякие кафешки, ресторанчики. Ты хочешь вниз спуститься? Пойдем. Ну, честно скажем, здесь достаточно ветрено. Здесь, оказывается, такая вот, ну как, выступ есть в воду. Зона офигенная, да? А? Зона офигенная. Да, и видно весь мост Дракона. Кстати, отсюда, мне кажется, хорошо будет наблюдать, может быть, шоу. Мне кажется, здесь и надо. Конечно, здесь прохладненько. Но здесь дует, да, здесь дует, то шоу, если сама такая оно будет. Да, мне кажется, здесь надо встать. И наблюдать за ним. Да. Мы поняли, что это, ну, на постоянной стоянке корабль, который уже как ресторан больше работает, нежели как корабль. И вот у нас интерес. Мне кажется, там все козырные места тоже заняты. Если вот на носу сидеть и заказать какой-нибудь кофе. Лаунж какой-то там, кофейня. Называется The View. Вид. Пойдем посмотрим. Цены. Это салаты. Ой. 229, 349. Цены, да. Цены здесь-то какие? Вот японское меню какие-то, да. 265, ну да. 108, 98, 299. Так, а кофе-то здесь? Потихонечку собирается. Кораблики вот здесь выстраиваются в ряд. Остается буквально считанные минуты до шоу Дракона. Так, о! Это все шоу. А это как бы все? Нет, там он пошел. Он пошел заряжаться. А, он, видимо, до хвоста доходит. Ага. И вот сейчас он... И... Ничего не имею против, но это явно не то шоу, которое я ожидала. Когда говорят шоу Дракона, как-то ожидаешь чего-то иного, чем Какого-то там...
Вау, да. А то, что он там чуть-чуть огнем плюнул. Ну да. Не знаю, не знаю. Час стояли, ждали только пару плевков. Что он за секунду плюнул пару раз. Ну, кораблики еще стоят. Столько кораблей вокруг себя собрал. Мне кажется, больше распиарено, чем... Да, да. Ну. О. А это паром он плюется. В общем, мы уходим. Как видите, все закончилось. Но, честно скажем, мне кажется, больше пиар. Потому что, да, такая вещь, типа шоу дракона, там все в этом духе. Но по факту он несколько раз льется сначала огнем, потом несколько раз льется водой, ну даже не водой, а паром. Хотя, может быть, вода, мы не стояли в воде, не могу сказать. Вот. И, в общем-то, на этом все. Хотя, в моем понимании, шоу дракона это было, ну, должно быть шоу. Что-то, может быть, с музыкой, светом, музыка, вот это, Ну что-то такое более огонь, грандиозное. вода, ну, то есть вот как-то вот более мощно, что ли. Я, ну, не могу я сказать. У нас лично какое-то очень двоякое впечатление. Как будто обманули. Да, с учетом того, что очень многие собираются заранее, чтобы выгодную позицию посмотреть, но по факту видно голову с разных локаций, поэтому не обязательно приходить сюда прям очень заранее, чтобы занять хорошую позицию. В общем-то, можно прийти и там за 5 минут до начала шоу посмотреть его и уйти. В общем, у нас лично двоякое впечатление. Мы сейчас идем, вот она голова, и в общем-то даже можно было бы сесть здесь, и это было отлично видно. Называется прийти вот на это шоу, чтобы здесь попасть вот на такие пробки. Здесь жесть, что творится. Невозможно ни пройти, ни проехать. Мотоциклы практически по ногам вам едут, потому что у них правил для них не существует. Они едут прям на людей. Ну, в общем, это жесть. Честно, это пони, люди смешали все. Вот, не знаю, если вы хотите вот в этом во всем весело пребывать ради нескольких плевков, честно. Ура! Тишина, море и покой. Сейчас немножко перелаксируем и отойдем. В общем, что мы можем сказать? Если вам не хватает острых ощущений, Если вам не хватает адреналина, то вам надо сходить обязательно на шоу дракона, потому что острые ощущения вам не шоу предоставят, а уже потом, после шоу, тот момент, когда вы будете выбираться из этой толпы. Когда вам будут мотоциклисты ехать по ногам, когда вас будут подгонять в попу, машины толкать. мотоциклисты по попе ногами бить, Ну, в общем, чтобы дорогу себе раздвигать. Это какой-то трэш. Там Просто. столько народу, так страшно в этой толпе оказаться, когда тебе чуть ли не по голове, вот столкнут тебя в эту толпу и по голове пройдут, это ужас. Ну, правда, конечно, может быть, там можно где-то было отойти в сторону, переждать, но... Нас толпа просто вынесла. Ой, сейчас будем сидеть, медитировать, отдыхать. В целом день был отличный, нам он очень нравился, дуриан был вкусный, настроение у нас хорошее, несмотря на вот это вот все. Но
вы знаете, мы всегда говорим правду. Правду. И если нам что-то нравится, мы говорим, нам это нравится. Если мы от чего-то в шоке, мы никогда не будем говорить, что, блин, ну, мы скажем, от этого в шоке. И мы от этого в шоке. В общем-то, ладно, все, у меня эмоций нет, я хочу помедитировать возле моря. У нас впереди еще несколько дней, уже завтра будет новый отель. А на этом мы с вами попрощаемся. Пожелаю вам, как обычно, крепчайшего здоровья. И хорошего настроения. Потому что, как вы знаете, хорошее настроение, несмотря ни на какие толпы, мы всегда создаем себе сами. Пока! Это легко. С нами мечта в сердце зажжется, а печали и заботы уйдут далеко, и мир как книга развернет.